Теперь про самого друга и карту Таро, которую все обсуждают. Карту Таро «Смерть». Мне даже написали, вот, в общем, то есть не совсем понятно, почему такая вышла карта. И, кстати, я об этом сегодня выгрузила на Бусти расклады, несколько раскладов, и я об этом намекнула. А намекнула о том, что я поговорю еще о этой карте. И о друге, конечно. Вы мне задавали вопрос, кто этот друг, который у него дома. И на этот вопрос выходит карта «Смерть». Смотрите, тут важно не цепляться за слово «смерть», как многие любят, а смотреть, какая ось включается. В астрологии смерть завязана сразу на две зоны. 4-й дом, дом, семья, быт, люди под одной крышей, те, кто допущен в личное пространство. 8-й дом, близость, зависимость, сильное влияние, интимная зона, общие ресурсы, кризисы и трансформация через другого человека. И когда смерть выпадает на человека в вопросе про дом, это автоматически поднимает ось 4-8 дома. Но если еще глубже копнуть, что касаемо домов гороскопа, то в принципе там еще может быть и фигурировать 12-й дом гороскопа, да, такой треугольник. Но я же вам не обучение провожу. Дальше. И когда смерть выпадает на человека в вопросе про дом, это автоматически поднимает ось 4-го дома, 8-го. А 4-й дом, кто физически в доме, на кухне, на диване, в бытовухе. 8-й дом, кто энергетически вцепился в твою жизнь, психика, эмоции, привычки, зависимость. Поэтому я сразу говорю, на легкого приятеля, друга с приставки, который просто зашел потусить, смерть почти не падает. Хотя, конечно, я в эфире так сказала. Ну, на стриме я сказала, что, возможно, это и родственник. Но я предложила несколько вариантов, да, кто именно этот человек. Вы знаете, такое есть интересное значение в карте смерти. По карте смерть это может быть период смены социальной роли. Возможно изменить какие-то установки, что касаемо социума, или установки, которые навязаны социумом. Вот 8-й дом гороскопа – это про социальную жизнь. 8-й дом, он связан с внешним. Что навязывает социум человеку? Вот вдумайтесь в то, что я вам сейчас сказала. Смерть – это про узловых фигур, людей, через которых меняется уклад, тех, кого нельзя забыть, тех, кто прирастают к дому и к внутреннему миру. Это не ярлык парень, родственник или коллега. Вот по Таро это так. Но оно очень громко говорит. Этот человек встроен в его дом и в его внутренний мир. Так что через него запускается реальная трансформация. Это не случайный гость. Он не просто где-то там существует. Он присутствует в доме во время лайфа. Он упоминается вслух. Друг живет у меня параллельно по небу именно этот период. Да, вот начало полнолуния. И что касаемо музыки, его рекомендаций песни, это как раз вот энергетика 8-го дома гороскопа. Дерзость, сексуальность, мне все равно, что вы думаете. Поэтому, как я вижу, смерть на вопрос, кто это человек, который у него дома. И я вам отвечаю, это не просто веселый товарищ, да, это не друг, это фигура, ось 4-го, 8-го дома гороскопа. Глубинная завязка. Неважно, как его называют, друг, подруга, товарищ по саду. Важно, что по картам он не случайная фигура именно во время этого лайфа. Подробный расклад и также описание вы можете посмотреть на Бусти, в Телеге мы обсуждаем расклады, вы можете также подписываться. Там я, в общем, на этих платформах я разбираю сочетания с другими картами. Кому мало общей картины и хочется прям по позициям, прям подробно, по домам, по аспектам, заходите туда. Там очень много интересного. Там архив по прошлым лайфам, где мы разбираем, да, по какие-то ситуации еще разбираем, ответы на вопросы. Все там есть. Приходите и смотрите. Зачем он вообще вытащил этого друга? Ну, вот так пишут, да.
в повестку дня, в повестку этого эфира. И теперь, в общем, возможно, для кого-то это самое вкусненькое. Главный вопрос, зачем он вообще вытащил этого друга в повестку, еще сверху кинул песню, как бы сверху или перед началом, да, рекомендацию песни. Это случайность или ход, да, с его стороны. И по картам у нас получается связка. Смерть, важная фигура, дом, зависимость, трансформация. Семерка мечей, не вся правда, маневр, стратегия. Я скажу ровно столько, сколько захочу. Плюс энергетика песни, дерзость, сексуальность, вызов хейтерам. Я вам дам несколько вариантов подвоха, как я это вижу. Это не факты. Мы не читаем его личный дневник. Это гипотезы, которые очень красиво ложатся на карты и на поведение. Первое. Упреждающий удар по слуху. Мы помним историю с тенью. Он прошел по второму этажу, фандом разорвало на... А кто это был? Кто это был? Версии были от доставки до всей группы BTS и половины группы Blackpink, а также и не только, в общем. Ну, и Чимин там побывал, и все, в общем, да, он это видел, он знает, как это работает, и он прекрасно понимает, еще один раз кто-то попадет в кадр, и это будет новый взрыв. Решение сказать заранее. У меня живет друг из Пусана, мы вместе, садика, он тут у меня дома. Тогда любой голос, шорох, смех, ну да, это друг. И плюс он закрывает догадки про тех, кого реально нельзя палить по контрактам, по безопасности. Это очень по энергетике семерки мечей. Очень. Расчет, ход вперед, контроль хаоса. Вариант 2. Отвод внимания от другого человека. Вот тут включается карта смерть. Реально. Если бы на вопрос, кто это, у нас выходили легкие карты, например, такие как, там, скажем, кубки или даже жезлы, не старший аркан, еще и не карта смерть, я бы сказала, окей, приятель, товарищ, коллега. Ну, в зависимости от карты, да. Но выходит карта смерть, ось, дом, интим, 4-й, 8-й дом гороскопа. Это фигура, которая на самом деле имеет огромное влияние на него. Возможно. И тогда логика какая? Когда настоящего важного человека показывать нельзя, выдвигается удобная фигура друга. То есть наружу история друг из Пусана, садика, не айдол. Внутренняя динамика остается за кадром. Семерка мечей здесь как раз отвлечение, ложный вектор внимания. Мы вроде бы что-то объяснили, но суть не раскрыли. Третий вариант. 3. Тест аудитории. Сколько вы выдержите? Смотрите, что делает его, ну не его трек, а рекомендации трека, его рекомендации. Я без макияжа, мне все равно, кто смотрит. Заставьте их есть свои слова, сексуальность, вызов, свобода. И он этот трек постит перед лайфом, который максимально домашний, без образа, с работающими людьми, с другом, который живет у него, с тетей, с рисом, бытом. Как будто он проверяет, где ваш порог, сколько моей реальной жизни вы выдержите, где вы еще, умиляется, а где уже взрываетесь. Это поведение человека, которому надоело играть супер стерильного идола, айдола. И смерть здесь еще и про трансформацию образа. Больше реальности, меньше глянца. 4-й вариант. Очень мягкая демонстрация «я не один». Аккуратная, завуалированная, но тем не менее. Смерть, дом плюс глубокая завязка. Это жить вместе, делить пространство, делить вечер, делить быт и привычки. Семерка мечей. Мы не говорим это прямо, но и не скрываем до конца. И вот тут как раз песня, при этом не про спрятаться, а про «я дико уверенная, живу как хочу». И картинка получается такая. Я не один, но я скажу вам об этом настолько, насколько готов. Хотите, верьте в друга из детсада. Не хотите, думайте что угодно. Я все равно живу, как считаю нужным. Вариант 5. Сдвиг имиджа перед новым этапом. Смерть, трансформация, смена
фазы, семерка мечей, смена стратегии. Рекомендация его песни: новый вайб, дерзко, сексуально, наплевательски к чужим мнениям. Он может отходить от образа послушного мальчика, идеального идола, показывать больше дома, больше людей вокруг, больше личной свободы, друг, тетя, кухня, лайфы с бытовухой, часть новой подачи себя. И какой итог у нас по подвохам вообще, да, комбинация: смерть, глубокая фигура дома и внутреннего мира, семерка мечей, не вся правда, стратегия, игра, песня, рекомендация песни: дерзость, сексуальность, вызов хейтерам, плюс поведение в эфире. У меня живет друг, он спустится, как высушит волосы, смех, шаги, люди в доме. Дает нам банальное, ну просто друг, чего вы. И эта комбинация дает нам не банальное, ну просто друг, чего вы, а дает ситуацию с подвохом. Для меня общий смысл такой: он вывел в повестку удобную фигуру друга, чтобы заранее погасить старые паники, увести внимание от того, что реально нельзя палить, протестировать границы аудитории, показать, что он больше не играет в стерильность, и при этом ничего прямо не озвучит. Это не добро, это не зло, это стратегия человека, который живет под микроскопом. Немного про мое продвижение и теперь несколько слов про меня, потому что вы постоянно спрашиваете, а я стесняюсь нормально это озвучить. Наверное, да? Телеграм. Карта дня, короткие астроподсказки, разборы лайфов, песен, кусочки раскладов. То, что я, ну, например, в стрим не успеваю, там, или видео, в таком духе, или не хочу грузить всех, я сливаю туда текстом, в общем, да, можно почитать. И не раз, как я уже говорила выше, ссылка под стримом, подписывайтесь, там все живое без воды. Разбираем вопросы ваши, делаем расклады, обсуждаем ваши ситуации, не только Чунгука и не только BTS. Это такой закрытый кружок, где можно задавать личные вопросы, получать обратную связь. Что касаемо Boosty, то в принципе все то же, что я перечислила, и там больше раскладов, архив полных разборов и прошлых, детальные позиции по картам, которые я тут в прямом эфире только в общих чертах озвучиваю. Если вам мало вот этого общего анализа и хочется глубины, это все на Boosty. Если хотите сотрудничать, то в принципе вы можете писать мне на электронную почту, анализировать подачи, помогать, если кому нужно, там блогеры, эксперты, тарологи, упаковать свои мысли так, чтобы их было слышно. Как, например, не сливать энергию фейт, как не сгорать от эфиров из соцсетей, мы тоже это можем обсудить. Кому актуально, еще раз, можете писать мне в личку, мы можем разобрать ваш канал, ваши тексты, ваши эфиры, совместно провести стрим, к примеру. Это уже отдельная история, но я про нее тоже говорю, потому что это моя работа, в принципе, да. И, в общем, давайте потихонечку подведем итог, о чем мы говорили. Посмотрели, какой фон дает полнолуние в Близнецах. Много инфошума, нервов и желание все понять и разложить. Разобрали, что за песня, которую рекомендовал Чунгук, и почему это не гей-гимн, а женский дерзкий рэп с посылом «я делаю, что хочу». Посмотрели на карту смерть в связке с тем самым другом и увидели, что это не легкий приятель, а фигура. Оси 4-8 дома гороскопа, глубокая внутренняя завязка. И разобрали несколько вариантов подвоха, зачем он вообще вывел повестку друга и кинул сверху эту песню. И я вам дала не готовые ответы, а картину. Как вы ее прочитаете, зависит от вас, конечно, да. Но главное, не забывайте, что перед нами живой человек, который тоже пытается научиться жить свою жизнь в условиях, когда каждый его шаг будет разобран в комментариях. Пишите в чат, что вы чувствуете после этого всего. Вам стало яснее или наоборот еще больше вопросов. И, пожалуйста, не забывайте лайк этому видео, эфиру, подписка, телеграм, платная телега Boosty. Все в описании. Для тех, кому нужно продвижение и разбор собственных проектов, тоже можно ко мне обращаться.
Я вас обнимаю, спасибо, что вы пришли, и что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку, а также за ваши комментарии, что вы думаете, что вы не боитесь задавать вопросы. Я вас тоже за это благодарю, спасибо всем. Пусть в этом полнолунии будет больше ясности, меньше шума. Всем прекрасного дня, вечера. Я не знаю, когда вы это видео посмотрите, и всем пока.